Всем привет! Я лечу на финал Суперкубка УЕФА. Победитель Лиги Чемпионов Реал Мадрид против победителя Лиги Европы Аталанта Бергамо. Матч будет завтра в Варшаве. Обычно нет никаких проблем добраться из Бергамо в Варшаву, но не в эти дни. Потому что если фанаты Реала разбросаны по всему миру, то фанаты Аталанты сконцентрированы именно в Бергамо. И я лечу отсюда, из Бергамо, что не самая лучшая стартовая точка. Поэтому у меня маршрут немного сложнее. Я вначале прилечу в Краков, а там буду импровизировать, чтобы до завтра добраться до матча в Варшаву. Но не только я лечу в Краков, вот уже виднеются фанаты Аталанты. Раз, два, три, много в общем. Сегодня все из Бергамо уже начинают лететь, потому что на завтра билетов практически никаких нет. И развлечения могут в аэропорту Бергамо. Конечно же, настольный футбол. Улетать из Бергамо очень красиво. Старый город. Я на польской земле. Сразу вопрос, как добраться до центра Кракова. Я ничего не читал, не изучал. Действую интуитивно. Вот. Колей до центру. Наверное, поезд в центр. Сейчас поеду. Аэропорт Кракова находится за городом в каком-то поселочке, но отсюда едет поезд. Вот 4 евро, и он отвезет меня прямо на центральный вокзал. Конечно, была мысль погулять сегодня по Кракову, но я смотрю, что через 8 минут есть поезд прямо до Варшавы. Я думаю, что, возможно, надо пробовать ехать в Варшаву, если получится. Можно было бы подойти, билет купить в кассе, но до поезда 6 минут, так что я думаю, что я не успею. На поезд до Варшавы я успел, но он сломался по дороге, и мы вот где-то непонятно где стоим без света. ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! ¡Viva México! У меня полный поезд фанатов Реала. Мне кажется, это фанаты Реала из Мексики. Ну, добро пожаловать в Польшу. Я уже давно должен был быть в Варшаве, но мы часа 3 просидели в сломанном закрытом поезде. В поезде еще было не так плохо, а сейчас мы ждем подменный поезд на улице, тут холодно, не хватает миланской жары. Но, говорят, скоро приедет поезд подменный. Но также говорили пару часов назад. За нами таки приехал подменный поезд. Причем поезда, в принципе, неплохие, удобные сиденья. Экранчики, розеточки. Я в Варшаве, но я ничего не бронировал. Сейчас буду искать, где меня заселят в 4 утра. В Варшаве есть ночные автобусы. Билет можно купить прямо внутри. 80 центов где-то. Вот Варшава такой мегаполис с такими небоскребами. Холодно в Варшаве. 15 градусов. Не взять кофту — это было ошибкой. Миланская теплота меня расслабила. Но я не думал, что у меня тут будут такие ночные приключения. Теперь мерзну. Доброе утро. Меня в 5 утра таки заселили в хостел. Ну, это как отдельные сутки считается до 11 утра. Но это стоит аж 17 евро, поэтому хорошее предложение. Можно выспаться, но есть проблема. Этот хостел явно не прошел бы закон о декоммунизации. Просыпаешься, тут на тебя смотрит дедушка Ленин. Только вышел, тут сразу флаг Италии. Видимо, консульство. Прям какой-то итальянский район. Что еще у поляков может быть нарисовано на автобусе? Фанаты Аталанты уже разминаются. Здесь министерство селедки и водки. Честно говоря, не очень хочется покупать что-то вот в таком вот месте. Поздний завтрак в вегетарианском ресторане. Ну, Варшава радует своими заведениями. Мурал в честь Олимпиады в Париже. Видимо, польская делегация. Сразу ситуативная стихийная торговля образовалась. Решил подойти в место, которое называется Fun Fest. Смотреть, что тут происходит. Тут уже Мбаппе и Винисиус сражаются. Куча разных развлечений, музычка, плакат Аталанты. В общем, фанаты потихонечку разминаются перед матчем. Там тоже уголок с едой и развлечениями. Можно поиграть в PlayStation, но там в основном дети все заняли. А тут зона для тех,
кто любит не только смотреть футбол, но и играть в него самостоятельно. Вот он, виновник торжества. Суперкубок УЕФА, слева Кубок Лиги Чемпионов, которым обладает Реал Мадрид, и Кубок Лиги Европы, которым сейчас обладает Аталанта. И они сегодня будут биться за этого красавца. Но это очередь, чтобы с ним сфотографироваться, просто избивается змейкой нереально. Для тех, кто не хочет стоять в очереди, тоже есть варианты. Они просто фотографируются сзади. Кубки-то те же. Когда устал от футбольного туризма, можно поваляться в гамаке. Хотя, честно говоря, я не устал. Вот это прямо возле кубков локация. Вон уже виднеется стадион Народовый, на котором сегодня развернется главное действие. У Мбаппе еще не было ни одного официального матча за Реал, но все уже в футболках Мбаппе. Состав Реала, который выиграл Лигу Чемпионов. Но к 6 вечера, за 3 часа перед матчем, этот фан-фестиваль начинают сворачивать. Там уже кубки запаковали. Что-то не могу понять. Этот фан-фестиваль — это еще и точка сборки фанатов Аталанты. Фанатов Аталанты в городе невероятное количество. Ну, на точке сбора тоже много, но 20 тысяч не похоже. Где же они все собираются? Вот, видимо, марша никакого перед матчем не будет. Анонсов никаких об этом нет. Вон просто все своим ходом потихоньку начали двигаться в сторону стадиона. Ну да, стоят волонтеры, говорят, что нет никакого организованного марша. Неинтересно. На Евро было повеселее. Могли бы организоваться все-таки. У тех и у тех фанаты достаточно активные. Это варшавская сирена, символ Варшавы. Ну, для меня все-таки символ Варшавы — это стадион Народовый. У всех свои символы. Такие катера по речушке гоняют. И вот на этих баржах можно посидеть, выпить что-то, может даже съесть. Лига Европы — это первый кубок, который завоевала Аталанта. Но, надеюсь, не последний. Сегодня их коллекция пополнится. Прямо на мосту нас перехватывают нелегальные торговцы атрибутикой. Карта тех, кого одолела Аталанта на пути к финалу Лиги Европы, в котором она одолела непобедимый Байер Ливеркузен, у которого, кажется, 53 игры без поражения на тот момент было. Ну, у народу понятная навигация, можно разобраться, куда идти. Вот уже мой гейт, 2 часа до матча, но что-то пока не ощущается сумасшедшей фанатской атмосферы. Пройдусь вокруг стадиона, может где-то что-то происходит, но может и нет. Как-то все очень пассивно. Вот люди с Бергама на микроавтобусе доехали. 1500 километров, 15 часов, не слабый такой трип. Посмотрите на этого гиганта, около 60 тысяч вместимость, тут входы. Скайбоксы. Ну, пока не моя категория, но у меня сегодня первая, уже приближаюсь к скайбоксам. Я уже был на этом стадионе, тут обычно матчи проводит сборная Польши. На матче сборной, собственно, я был. Мне кажется, самый красивый вход, такой эффектный. Я прошел где-то вокруг 70% стадиона, ничего нигде не происходит. Но там вот вам активируют билет. Тут проверка безопасности, проверяют, не несете ли что-то запрещенное. И вот вы возле стадиона Народового. Ну, там внутри уже шумят, уже что-то фанаты поют. Возможно, там интереснее, чем вокруг. По билету мне повезло купить официальный билет на сайте УЕФА на самом последнем вбросе. Я взял первую категорию с ограниченным видом за 105 евро. Первая категория — это одна из лучших, но купить было супер сложно. Вот это прям было везение. Первая категория с неограниченным видом стоит 130 евро, но были и совсем дешевые билеты по 30, но я забыл их купить как фанат Аталанты и уже брал на общем вбросе, когда дешевого, понятно, ничего не осталось. В первую очередь обычно разбирают дешевые билеты. Ну, кстати, кому не повезло купить официальный билет, на сайтах перекупщиков они сегодня, думаю, евро под 500 выйдут, ну, может, 400. Приятно, конечно, видеть такие футболки и шарфы на финале Суперкубка. Жаль, не в качестве участников. Но кто знает, может, когда-то и наши команды будут биться за Суперкубок. Тут, как я понимаю, все эти люди ждут, когда приедет автобус с Реалом. Конечно же, как обычно, встроенные ряды фанатов Реала записался фанат Барселоны. Как на этот матч попадают фанаты Барселоны?
Реал прибывает на стадион. А вон уже мчится автобус Аталанты. Проверка безопасности очень серьезная. Вот приехал GLS от Майбаха, всех выгоняют, обыскивают машины, чтобы ничего не провезли на стадион, в том числе даже снизу проверяют, чтобы там бомбу никакую не приклеили. Когда подъезжал автобус с Мадридом, тут просто негде было встать даже вообще возле этого места, где он подъезжает. Вот приехал автобус с Аталантой, и что-то ну его как-то вот вообще никто не встречает. Хотя до этого тут было не подойти. Они сразу под трибунку запрыгивают. Вот он народовый, вот он сектор Аталанты. Для начала, наверное, пойду посмотрю, что мне продали за эти 105 евро по номиналу, где именно конкретно мое место. Это мое официальное место за 105 евро, которое якобы с ограниченным видом. Но, честно говоря, я пока не могу понять, как это место попало в категорию ограниченного вида, потому что на самом деле вид вообще ничем не ограничен. И мне кажется, можно даже не суетиться, не идти, не искать места получше. Конечно, пока среди фанатов Аталанты намного атмосфернее, но это предсказуемо. Я прям был уверен, что у фанатов Аталанты будет круто, они будут петь весь матч, а фанаты Мадрида вон просто скучно сидят. Но тут надо понимать, фанаты Аталанты на 95 или там, 98% это люди из Бергамо. Люди, которые ходят на каждый матч, вместе поддерживают свой клуб и живут этим. Фанаты Мадрида, они слетели со всего мира. Может, для кого-то это первый матч Реал Мадрида. И у них такая солянка. И поэтому у них обычно не такая прям ярая поддержка, потому что это более туристическая команда. Вот Камаминга пришел поздороваться с фанатами. Он сегодня на предматчевой тренировке получил травму и, к сожалению, пропустит этот матч. Обидно. Но молодец, вышел поприветствовать всех. Прям пришел пофотографироваться с фанатами, раздать автографы. Конечно, это уважение. Вот он еле ходит, у него, видите, какие-то приборы на ногах. Кто-то бы просто сидел и не дергался, и расслабился. Он, я уверен, что через боль нашел силы и возможность прийти и поприветствовать своих фанатов. Вот это сила воли. Вот это я понимаю, игрок большого клуба. Вот прямо возле меня зона хоспиталити, там кормят, поят, но я пока без хоспиталити. Помните Лукаса, которого я встречал все время на Евро? Мы с ним встретились на финале Суперкубка, причем абсолютно случайно. Yeah, we always meeting on the finals. Before finals, Spain against England we met, and today is the first guy which I met because I think 1 minute ago I went to the stadium. So it's amazing meeting. So I have to go to Bergamo, to Atalanta game and drink some Aperol maybe. Так, цены в баре, если кому интересно, переведете со злотых. Вот за сок я дал порядка 4 евро. Но что необычно, мне дали прям бутылку. То есть я могу, в принципе, кинуть ее в голову кому-то из игроков, кто не понравится. Или неприятному мне фанату Реал Мадрида. Обычно на стадионах все переливают в стаканы. А с соком вышло исключение. Ну хотя вот люди со стаканами. Странно. Сок опасная штука тут. Вот заворотка Аталанты. Видно достаточно хорошо. Вот чем отличается хороший стадион. С любой точки можно хорошо смотреть футбол. Ну, тут, конечно, атмосферно. Аталанта умеет делать. И тут видно, что фанаты подготовили какое-то очень длинное послание, которое, я думаю, будет развернуто перед матчем, и мы узнаем, что оно в себе таит. Это вам не Италия. Ходит женщина, разгоняет всех с прохода. Они к такому не привыкли. В Бергамо все стоят, где кому нравится на фанатке. Там прям нельзя стоять. Причем полчаса до матча еще, это не во время матча. Итальянцы пытаются доказать стюардам, что они не правы. И кажется, им это удается. Ну как же, у них так принято стоять в проходе. Что это вы со своим порядком решили прийти? Объявляют состав Реала. Что у нас тут за татуировки у фанатов Аталанты?
приветствуют, когда объявляют состав их команд. Конечно, Реал сильнее, конечно, они фавориты, но я сегодня за этих парней. Хочется, чтобы они порадовались. Аталанта выиграла и привезла суперкубок УЕФА Бергамо. Исполняют гимн Мадрида. Фанаты достали свои шарфики. Конец разминки. Не всем тут нравится гимн Мадрида. Ладно, побыл с народом на народной трибуне, буду выдвигаться на мои дорогие места. Стадион, конечно, сегодня в основном белый, но надо понимать, что Реал Мадрид — это грант, за который болеют во всем мире. Наверное, это одна из самых поддерживаемых в мире команд и точно самая титулованная из грандов. А Аталанта — это команда из Бергамо, из далеко не самого большого итальянского городка, и за нее болеют в основном только в Бергамо. Поэтому эти ребята, что приехали, и что их так много, это тоже уже очень круто. Кубок ждет своего обладателя. Не знаю дословный перевод, но вперед, парни! Аталанта умеет поддерживать свои. Но Реал сегодня будет идти на все. Исторический момент. Мбаппе в стартовом составе в своем первом официальном матче за Реал. Один из лучших игроков мира в одном из лучших клубов мира. Понимаете, да, кто сегодня будет создавать основную поддержку на стадионе? Ну, справедливости ради, фанаты Мадрида тоже не включаются, но не так ярко и не так сильно. 0-0 перерыву. Я вам скажу, что Аталанта хорошо держится, не чувствуется, что Реал там супер фаворит, а Аталанта еле борется. Нет, они играют на равных, в каких-то компонентах даже Аталанта круче. И с каждой минутой шанс на маленькое чудо, на то, что Аталанта поднимет кубок у себя над головой, растет. Да, это не точно, но я в это верю, и мне хотелось бы, чтобы так произошло. И пока что мы движемся в нужную сторону. Народу, вам круто, что сверху есть экраны, и прямо во время матча можно посмотреть повтор. Потому что без экранов зритель на стадионе чуть-чуть в худшем положении, чем зритель дома, который может посмаковать все моменты. А на стадионе пропустил момент и все. А тут нет. Ты можешь и в перерыве сейчас посмотреть хайлайты. И прямо во время матча они тоже крутят какие-то повторы, интересные моменты. Если вдруг кто-то случайно на моем канале, посмотрите, что у меня есть. Это карта фаната Аталанты. Чтобы вы не думали, что я тут за Реал приехал поболеть. А Реал, несомненно, крут. Понятно, это великая команда. Реал забивает первым. Кстати, первое официальное появление Ротегуи за Аталанту. Это форвард сборной Италии. Еще недавно он играл в средняке в Аргентине, в Тигре. Потом перешел в Болонью, и вот сейчас его выкупила Аталанта. Вот прямо перед суперкубком, потому что у Аталанты сломался Скамака, один из главных форвардов. Второй от Реала. Первый официальный гол Мбаппе за Реал случился на моих глазах. Это история. 56 тысяч человек сегодня на стадионе. Аталанты ждут. Конечно, как фанаты Аталанты намного ярче, чем фанаты Мадрида. Это неудивительно. Если бы в футбол играли фанаты, Италия бы всегда была чемпионом мира.
Ну, там где-то с Германией мы сопротивлялись. 2-0. Маленького чуда не случилось. Как говорится, победил сильнейший. Реал был фаворитом, Реал выиграл. Никто не удивлен. Жаль, конечно, но эти парни привыкли побеждать и праздновать победы. Игрок матча Джуд Беллингем. Как поет англичане. Эй, Джуд. Фанаты Аталанты все равно обожают свой клуб. Выигрывают и не выигрывают. Знаете, что Аталанта играла за суперкубок. Это уже большой успех. Это первый вообще Лига Европы, первый трофей в истории Аталанты. Вы можете такое представить? Если бы сегодня еще суперкубок взяли, то это вообще была бы сказка. И благодарны своим игрокам. Фанаты Реала, конечно же, в восторге. Им не привыкать праздновать победы. Бригада арбитров, обслуживающих матчи, обычно тоже получают медали. Хотя, ну, там на Евро, например, понятно, что финалистам вручают там серебряные медали за второе место на Евро. А что дают Аталанте за участие в финале Суперкубка? Это что, тоже какие-то серебряные медали или что? Или это просто медаль финалиста Суперкубка? И награждать игроков Реала. Капитан команды Лука Модрич несет кубок. Не просто кубок, суперкубок. Кстати, обратите внимание, единственный не испанский флаг на заворотке Реала. Лунин, наш казак, хоть сегодня стоял Куртуа, но в том, что Реал сегодня тут, в большой степени и его заслуга. Ну вот они, мировые звезды на ладони. Они все в футболках с шестерками, это потому что шестой суперкубок для Реала. Сегодня Реал стал самым многократным обладателем суперкубка, потому что до этого он делил по 5 с другими командами. В том числе с Миланом. Первый матч Мбаппе, и сразу победа, и сразу суперкубок. Пока что этот парень приносит Реалу удачу. Ну, дело не только в удаче, как вы понимаете. Знаете, суперкубок был, наверное, в списке детских футбольных желаний. И сегодня я его посетил, еще и мне досталось такое классное место. Да и состав Реал, мировой грант, команда, известная всем. И Аталанта, может, не команда, за которую я с детства, конечно, но команда, которая на этом жизненном этапе мне не безразлична. Поэтому я очень доволен, что со мной это случилось. Клубное фото после матча с кубком. Реал продолжает праздновать. Еще недавно тут был праздник футбола, сейчас этот стадион уже практически полностью пуст. Вот такие вот контрасты. Но стадион крутой. Празднуют тут свои победы, вот эти вот. Вид на вечерний Народовый. Но смотрится эффектно. В Варшаве после матча на Народовом не работает трамвай, который обычно тут ходит. Они просто перестают его пускать. Хотя, как по мне, лучше бы как в Милане. Они пускали бы кучу дополнительных, и все бы нормально на трамвае разъезжались. А так это все превращается в пешее шествие до центра. Но зато пройдусь по этому мосту в очередной раз. Атмосферно. Все, не могу налюбоваться. Вон Народовый, и вот уже набережная Вислы. А на другой стороне другие тусовки. Колонны фанатов, двигающиеся со стадиона. Думаю, в Варшаве можно было найти какую-то еду, кроме фалафеля после футбола. Но привычки есть привычки. Хотя, честно говоря, было лень как-то искать что-то. Рядом ничего не нашел, так что решил делать по намеченной схеме.
Мой день подходит к концу. Это был крутой выезд. Суперкубок есть суперкубок. Легендарный, статусный, можно сказать, исторический матч. Я рад, что я его посетил. Но не подходят к концу мои приключения в Варшаве. Уже завтра я пойду на Легия Брондбю. Это будет не так статусно, но я думаю, что это будет не менее атмосферно, потому что фанаты Легии одни из самых знаменитых в Европе, и это важный для них матч. Так что, надеюсь, будет круто, но думаю об этом уже в следующем выпуске. Спасибо, что смотрели.